Да, привет. Слушай, а ты зачем матюкаешься? Ну, нервы не выдержали. Скажи мне, а правда я слышал, что неделю целую журналисты могли проверить ту ахинею, что им было вброшено изначально на почту? Ну, то, что им было брошено на почту, они, в принципе-то, и не старались проверить, потому что они готовы были по первому звонку, в общем-то, вывести в эфир уже меня с той информацией, которая была им написана в письме. А их не смутило даже то, что ты намеренно написал фамилию с ошибкой? Ну, я, в принципе, даже не надеялся на то, что это будет как-то серьезно воспринято, да, поэтому я даже не заморачивался в тексте. Я их даже первый, когда мне звонок последовал от их звукорежиссера, я даже послал его нахуй. Как бы его это даже не смутило. Серьезно? Взять, да, серьезно, я его послал нахуй, потому что уже как бы время было позднее, да, в России уже ночь, и я хотел спать, и мне раздался звонок, я, в общем-то, его послал, но это ему не помешало набрать мне ровно через неделю, чтобы вывести в эфир. Ну, это просто потрясающе. Как по мне, это просто потрясающе. Получается, человек с улицы. Но ты же не подкупал никого там По сути дела, Савик, понятное дело, в общем-то, как бы не при делах. При делах команда, которая без проверки абсолютно выпускает в эфир человека с улицы, который позвонил. Но у меня просто есть своя личная неприязнь к этой команде, да. Все началось еще вот с тех летних, осенних там разводов, там с того же самого Коломойского, да, который, по сути, обсуждали на кухне любые СМИ в России, да, но они... Да, извини, я трапезничаю. Это, ну что, Ну да, после слов Коломойский отключается связь, я смотрю. да, тут тоже сидят его агенты, как бы, они есть везде. Так слушай, ты говорил, что типа у тебя какие-то личные счеты. Да, просто с украинскими СМИ у меня есть свои личные счеты. Вот когда началась вот эта вся история с Коломойским, когда были выложены пранки с Госдепом, когда были выложены пранки с первыми лицами американского правительства, ни одно украинское СМИ, там, за исключением нескольких, даже не позаботилась хотя бы опровергнуть это или наоборот все-таки как-то взять у меня комментарий по этому поводу. И у Шустера тоже, я насколько знаю, была сначала такая идея взять у меня комментарий по Коломойскому, но потом, видимо, Коломойский надавал им по носу и, в общем-то, интервью не получилось. Вот, поэтому я подумал, раз украинские СМИ не идут ко мне, то я буду все-таки попытаться к ним войти в эфир. Вот, в общем-то, это и удалось. Ну, удалось достаточно легко, вот что я должен заметить. На самом деле это просто потрясающе, потому что, ну ладно бы там как-то с наскоку, может быть, по ошибке, но у них неделя была на то, чтобы проверить эту ахинею про боевую часть 1, 2, 3, 5, 8, 6 и там и тому подобные вбросы. И сержанта Дорофеева, который превратился из Ерофеева в Дорофеева. Люди абсолютно забили. Ну давай теперь представим, хорошо. Ты не произносишь ту сакраментальную фразу, которую ты произнес, против которой я возражаю, потому что матюкаться нехорошо. Вот. И все, и уходишь из эфира. То есть эту ахинею, получается, начали бы транслировать все остальные СМИ. Эту ахинею предоставили бы в качестве доказательства. Правильно? Ну то есть вдумайся, Конечно. это же дно на самом деле. Ну, на самом деле я вот думал все-таки держать интригу или все-таки сразу им объявить о том, кто я есть. В общем-то, я подумал, что если будет дальше вот подобного рода ерунда, то они на самом же деле поверят в том, что действительно есть такой военнослужащий, Так а ты и потом не сколько бы я ни... докажешь. Понимаешь, в чем дело? Ты бы потом не доказал, что это был Вот, ты. А ты слышал, в что, том-то и а ты слышал, что сказал этот невменяшка, этот Катеринчук? Говорит, ну главное мы услышали. Это военнослужащий, говорит, он сослуживец. Это абсолютный маразм такой, что просто у меня не укладывается в голове. Вот миллионы ботов, которые работают сейчас у них там в информационных агентствах, которые пытаются всячески там вот всю точку зрения, которая противоречит официальной киевской, как-то постоянно заткнуть. Вот, в общем-то, вот это и было бы, если бы я бы не сказал в конце того, что я сказал. Но последняя фраза, она была просто, в общем-то, ну, я, в принципе, давно хотел это сказать, в общем-то, так оно и получилось. Потому что дальше было бы
бесполезно что-то объяснять, они бы так или иначе это уже вывели из эфира. Мгм. В общем-то, я самореализовался А что за эфиром тебе таким сказали? образом. За эфиром. В смысле, после или... Ну да, тебе еще звонили, вы как-то еще Да, общались? мне звонили, поступали различные угрозы по поводу моего присутствия, там, дескать, что мой номер так или иначе СБУшники вычислят. Мгм. Но вот на протяжении уже многого времени вот мне Порошенко на телефон может позвонить спокойно, там, допустим, я сижу на кухне. Ну вот до сих пор, вот Порошенко мне обещал, что он меня вычислит, вот до сих пор вычисляет, я вот все жду, когда же наконец меня увезут в Киев и посадят в подвал СБУ. Так а за что? За что? Ты же не шпион, ну вот скажи честно, не? Нет, ну, в принципе, в душе может быть только. А Ага. так нет. Ну, все-таки вот, поскольку правительство Украины все время дает только обещания и не делает, вот это одно из... Не, ну факт в том, что ты телефонный хулиган, конечно. Телефонное хулиганство это такая штука, вот, и к тому, но при этом, ты слышал, да, что сказали уже после твоего феерического выступления? Это развод, говорит, российских спецслужб. Даже секундочку. Развод российских спецслужб, там, спецоперация. Все, они моментально это сразу делают. Вот формула есть сразу, российские спецслужбы, и все. Любое хулиганство даже. Можно сразу, пикс, российские спецслужбы, и все. Это же просто уникально, да? Ну, я вот даже не удивлюсь, что вот через неделю появится что-нибудь подобное, и они тоже не будут это проверять, потому что мало профессионалов вот именно в журналистской области находится вот в Украине, потому что построение фейков, основанных на фейках, там, копирование вот этих ссылок бесконечное, вот это вот почерк именно украинской журналистики, который вот сейчас осталось там. Нормальных журналистов либо выгнали, либо убили. В общем, третьего-то не дано. Ну смотри, молчи про подозрение великое, знаешь, не будем давать повода, поэтому пусть будут в тонусе по поводу того, что через неделю произойдет. Ну да. Ну все, держим руки на пульсе. Давай, счастливо. Пока. Пише людина, я сослуживец Дорофеева, извините, пишу с чужого аккаунта, у нас будут проблемы. Сослуживец кого? Дорофеева. Нет, там Еров. Єрофей, я не знаю, може помилка. Все легко проверяется. Войсковая часть 32-453. Тут солдат Российской Федерации порядка 450 только на участке Б3.